Анеченька, Лаянимида. Всем привет, с вами Злой Кинглион, вы на моем канале, как всегда. Я пришел, кстати, в тот же самый ресторан, где я ел морской суп с тофу. Сегодня мы едим доганитан. Доганитан, знаете, что такое? Это суп из коленных суставов говяжьих. Коленные суставы. Бульон, посмотрите, бульон практически как молоко. Белый. Из-за чего? Потому что чем дольше варятся кости, варятся хрящи, тем белок, коллаген, все это дело вываривается и получается белый цвет. То есть это не молоко. Слушайте, здесь в полном видео вам никогда не хотелось посмотреть, как я снимаю свои короткие видео обычно в рабочий день. Вот вы сейчас увидите, как это происходит примерно. У нас есть соль, соус для хрящей. 네, 제이가 아니에요. Вот так примерно это происходит. Вы увидели. Кстати, я думаю, это не острый перец, но это острый перец. Ну, не прям, чтоб вах, но я чувствую прям. Я прям чувствую. Так, не отвлекаемся, значит, от темы. С перцем мы уже разобрались. Это опять у нас рыбное тесто. Это сушеная редька дайкон, кимчи. Это просто обычная редька кимчи дайкон. Как всегда, и многоуважаемый рис. И сам суп. Суп состоит вот чисто в основном, ну, еще грибочки добавлены сушеные, лук-порей и самое основное, это, конечно, вот хрящи, коленные сухожилия. Немного расскажу вам об истории. Это блюдо еще с династии Чосон существует. И там много есть отделений. То есть, это, знаете, это все из разряда идет того, что использовать животное полностью для еды. То есть, богачи в основном брали мясо, да, соответственно. А беднякам доставались вот сухожилия, внутренности, какие-то там, то есть части, которые как бы брезговали, да, богачи. И экспериментировали, варили разнообразные блюда из этих частей. Вот. Так появился, допустим, суп вот солонтан, это тоже из этой серии. Есть суп из хвоста коровьего, допустим. Вот, например, догани, это из хрящей, из суставов. То есть это все используется. Это все вкусно. И я вам хочу сказать, здесь, вот в этих хрящах, это же галимый коллаген. Ну, просто посмотрите сюда. Это просто огромнейшая порция коллагена.
то, что нужно для... Блин, скотчи неудобно брать. То, что нужно для нашей молодости. И бульон обычно не солится. Он такой у него глубокий, такой чистый вкус должен быть. Да. Глубокий чистый вкус. Вот эти суставы, хрящи, они варятся около, чтобы они вот стали такие мягкие и жевательные такие. Ну, предположу, что 15-20 часов нужно это варить, чтобы оно стало по-настоящему вкусным. В смысле жевательным. То есть, если вы не доварите, то, конечно, оно будет резиновым. Но оно того стоит. Оно того стоит. Это нужно, знаете, в первую очередь это нужно принимать как здоровую пищу. Это очень здоровая пища. Так, ну и теперь переходим к главной теме. Переходим к тому, что я только вчера вернулся с тайского фестиваля в Сеуле, который проходил 20-21 июня. Сегодня 22. Сегодня понедельник. Да, сегодня понедельник, 22 июня. Вчера вот только приехал вечером, поздним вечером, считай, 2 суток там пробыл. Устал, конечно, но оно того стоило. Как все началось изначально? Изначально мои корейские друзья, у которых бизнес и в Таиланде тоже, вот, и китайские друзья, соответственно, они меня просто пригласили на это мероприятие, конечно. Зарегистрировали меня VIP пропуск в зону вот в эту закрытую, так сказать. Фестиваль проходил, ну, соответственно, чтобы обмен, как это называется, обмен культурой, да, показать тайскую там вкуснейшую еду, да, там культуру, какие-то там сувениры, там. Я вчера прошелся там по рядам, много всего, много всяких тайских товаров, фрукты, да, у них замечательные всякие, вот. Вот. А у нас были вот главный спонсор этого мероприятия, тайская компания Сингха. Пиво содовое. Кстати, газировка тоже неплохая, нулевку выпускают. Вот. Ну, это у них там стояло, сколько там, палаток 5, наверное, продукция. И там специальная была вип-зона со столиками. И вот туда стекались все, как говорится, все сливки общества, да, как там. Куча народу пришло, там популярные диджеи выступали с мировыми именами даже. Ну, которые, в смысле, неправильно сказал. Диджеи, которые выступают, ну, не только в Корее, а по всему миру, дают гастроли. Вот. Очень крутые ребята. Всякие там модели, артисты, просто, ну, блогеры. Короче, народу было сумасшедшее количество. И просто люди, конечно, просто гуляли. В субботу неудобно, что был дождь. Поэтому в субботу было не слишком много народу. К вечеру уже более-менее подтянулись. Тоже потанцевать там. Дискотеку, да, под диджеев. Потанцевали, выпили пивка, расслабились. А в воскресенье вот уже днем народу было просто какое-то страшное количество.
И получается, я там остался ночевать уже у своих друзей в Сеуле. В воскресенье мы опять пошли. Просто помогали, как говорится, помогали, торговали, так скажем, своими лицами. Фотались с ребятами. Кстати, вот не поверите, но ко мне нет, и подходят тоже корейцы, просят сфотографироваться уже. Серьезно, без шуток. Я сам удивлен, конечно, но начинают узнавать на улицах. Не скажу, что прям много-много, но есть. Это прикольно. Это прикольно, это приятно. Так что, если вы увидите где-то меня на улице, не стесняйтесь, подходите, сфотографируемся. Вообще без проблем. Но говорю, после такого отдыха пили, конечно. Пили пиво. Потом еще в субботу вечером еще добавили соджу. Ну и все. Это никогда так не делайте. Если вы пьете пиво, пейте только пиво. Если пьете соджу, пейте только соджу. Вот как только, я всегда себе это сам говорю, но как только вы начинаете мешать, все, на утро вы умираете. На утро вы начинаете умирать. Все классно, как всегда, все на высшем уровне. Ну, вроде как я максимально использовал свои, как говорится, возможности. Познакомились, обменялись этими соцсетями со многими тоже известными людьми. Ну, я себя-то еще пока не считаю пока там каким-то известным. Там вот ребята были действительно крутые. Вот. Поэтому, конечно, эти вот встречи такие, они очень-очень полезны, они очень-очень помогают двигаться дальше в соцсетях, именно расти. Такие знакомства, ну, это очень круто на самом деле. Плюс тайская, слушайте, с тайской еды я много, конечно, чего не пробовал с тайской еды. Самое, наверное, традиционное, вот русскому человеку скажи, типа, с тайской еды, типа, ну, что ты любишь? Я думаю, процентов, наверное, 70 или 80 ответят, что, типа, ну, наверное, том-ям, да, наверное. Том-ям, он как-то, мне кажется, прижился в свое время в России, да? У них на самом деле много прикольных всяких штук. И кухня, на самом деле, я вчера общался вот тоже с тайцами. Ну, конечно, мы общались все на английском. Которые здесь тайцы, допустим, живут, они многие хорошо, допустим, по-корейски общаются. Но в основном все равно глобальный, так сказать, язык все равно остается английский. И вот они мне сказали, тайцы, что тайская еда намного, ну, типа, острее, если в общем брать. Тайская еда, типа, намного острее, чем корейская. Но я не стал спорить, потому что я нифига не знаю про тайскую еду. Кстати, вот это тоже, вот этот суп из разряда не острый от слова совсем. Вот бульон, как вот видите, как молоко. Настолько наваренный. Сюда, кстати, можно добавить немного соли. Хрящи вот эти я выложу сюда в соус. Сейчас я их съем.
И вот, наконец, я сейчас вам покажу кукпап настоящий, как бы, в действии. Потому что мне всегда пишут там, вот, почему ты типа рис в конце, почему ты рис не выкладываешь, значит, в кастрюлю, не мешаешь и не ешь, типа, кукпап. Я всегда отвечаю, что вот мне нравится, когда я по отдельности ем все, и во рту у меня все вкусы смешиваются. Сейчас я сделаю это один раз. Вот, допустим, вы все съели, всю густоту, да, что можно поймать. Потом берете рис и выкладываете вот сюда. Выкладываете вот сюда. Так это все дело перемешиваете. Можно по-корейски, можно добавить еще, допустим, вот от редьки, от кимчи, можно добавить вот так рассольчик сюда. Это очень по-корейски. Это очень по-корейски. Сейчас он покрасится в оригинальный оранжевый цвет. Вот. И теперь вот так ешьте. Как вариант, да. Говорю, мне, это вот мой стиль. Я привык кушать все по отдельности. Блин, его неудобно кушать палочками. Он скользкий. Желатин, вот желатин желатином. Кстати, здесь есть тоже женьшень. В конце еще тоже по-корейски. Я вам говорил, тарелку вы берете и вот так ставите, чтобы вам, во-первых, чтобы остывало быстрее, допустим, и чтобы вам легче было черпать. Такие тонкости тоже может знать только человек, либо долго проживший в Корее, либо кореец, либо как я в прошлой жизни был корейцем. Его даже вроде мяса нету, да? Мяса нет ни грамма. Но это очень питательная и насыщенная штука. Вот эти коленные суставы. Сегодня без соджу, сегодня без алкоголя, потому что, я говорю, субботу и воскресенье прошли полностью под алкоголем. До сих пор голова немного болит. Супчик на бой. Это хорошо, что сегодня у меня еще выходной был, понедельник. Это прям благодать небесная. Ну, кстати, вот этот суп стоит приличных денег. Он стоит 18 тысяч вон. 18 тысяч вон. Что у нас получается по курсу где-то в районе 900 рублей? 1000 даже где-то, да? Вот так где-то. Вот. Ну, это того стоит. Всем спасибо, что были со мной.
Мы продолжаем свой путь, продолжаем свой рост. Спасибо, что смотрите меня. Предложения свои пишите в комментариях. Как говорится, это... Я максимально стараюсь все читать, максимально стараюсь отвечать. Всем пока-пока.